Всем привет, на связи Лягух, и сегодня я расскажу вам историю о том, как у меня украли несколько рисунков для того, чтобы использовать их в гранте от Росмолодежь. И, господи, какая же это была клоунада, вплоть до того, что я получила звездюлей от директора института, при том, что я являлась пострадавшей. Но это уже спойлеры, давайте перейдем к истории. Внимание, дисклеймер. Данное видео носит исключительно развлекательный и немножко поучительный характер. Я просто делюсь своим опытом, и я не призываю к травле или преследованию людей, о которых я упоминаю в своем видео. Спасибо за внимание. Давайте для начала я расскажу немножко, что такое гранты от Росмолодежи. Гранты — это финансирование, которое ты получаешь на свой проект. Росмолодежи могут предоставить такое финансирование до 1 миллиона рублей. Ну что ж, давайте я пойду по порядку. Итак, история началась задолго до начала моей истории, но это очень важный момент для того, чтобы вы понимали весь трындец этой ситуации. Дело в том, что несколько лет назад умер мой коллега и наставник, и прекрасный преподаватель из вуза, где я обучаюсь как биолог. И это была большая потеря для кафедры, для сотрудников, для студентов, потому что многие его очень любили, он был наставником для многих-многих поколений студентов. Это была очень большая утрата, это просто, до сих пор на самом деле дает такой довольно сильной болью у многих, в том числе у меня. И моя хорошая знакомая и коллега решила, так сказать, сделать такой прощальный подарок, можно сказать, организовать фотоконкурс птиц в честь его имени. Очень, на мой взгляд, благородный поступок, очень крутая идея. Она просто безумно молодец. Она сама нашла спонсоров, организовала этот конкурс. Он был всероссийский. В жюри были орнитологи, то есть конкурс проводился совместно со специалистами. И так как я тоже хотела внести какой-то вклад, и моя подруга тоже очень хотела внести какой-то свой вклад, мы вместе с ней сделали эмблему для этого конкурса. Плюсом я еще сделала оформление дипломов для победителей и участников. Все прошло отлично, все вроде как были довольны. И мы на этом разошлись. А через 2 года в паблике университета я вижу очень интересную новость. Некая Мария, назовем ее так, выиграла конкурс на грант от Росмолодежи на фотоконкурс птиц с нашим названием. Я такая, ага, ни хрена себе, а это как так? Дело в том, что эту Марию я при организации ни разу не видела, хотя я участвовала в организации этого конкурса, как художник, и в том числе я была ознакомлена со всеми другими людьми, которые участвовали в организации этого конкурса. Да? И Марии там не было никогда. Я очень удивилась, написала своей вот этой хорошей коллеге, назовем ее Настей. Настя, что происходит? Как так? Она говорит, а я не знаю, как так. Начали разбираться. В итоге оказалось, ситуация была такая. Настя на 2-й год решила податься, попробовать на грант от Росмолодежи. И преподавательница, назовем ее АС, она сказала, да, я тебе помогу, только возьми мою студентку, Машу. Настя сказала, хорошо, возьму, окей. В тот год они не выиграли грант. И Настя не стала настаивать на продолжении. Вот только Мария решила, что этот грант она может подать сама, без организатора оригинального конкурса, без Насти. Она полностью взяла идею Насти, оформление Насти. Все, что было в предыдущей заявке, она просто взяла и скопировала и подалась. И в этом году она выиграла. И вот мы, очень удивленные, спрашиваем, а как так вышло? На что вразумительного ответа мы не получаем, и АЭС вместе с Машей бегут к директору института с криками о том, как бедную несчастную Марию булят, обижают и так далее и тому подобное. Причем это было преподнесено с такими формулировками, как будто бы мы настолько затравили бедного несчастного ребенка, что она готова из жизни уйти. Вы представляете? В общем-то, дальше идет достаточно много срача, это я скипну. В итоге пришли к тому, что Настю включили в организаторы конкурса. Я Маше сказала сразу, чтобы она удаляла все материалы, которые были созданы мною из этого проекта, потому что я не даю разрешения на их использование, а конкретно я говорила об эмблеме и о дипломах. На что получила ответ, что у них есть штатный художник, и он уже нарисовал им эмблему. И скинули эмблему. Но это был, конечно, кринж, детский сад и прочее. Дело ваше, как говорится. Все, на этом мы разошлись.
Меньше чем через год в том же паблике моего университета я вижу пост о проведении мероприятия. И с удивлением в этом посте я вижу эмблему, которую я рисовала вместе с подругой. Сказать, что я охренела, это ничего не сказать. Читаем пост. О, это же тот самый фотоконкурс птиц. Я в шоке, захожу в их группу, да, у них была отдельная группа. И там они в каждом посте практически используют мою эмблему. Моя эмблема висит у них на обложке, моя эмблема у них является QR-кодом. То есть они используют мою эмблему и хвост и в гриву уже год как, почти год как. Далее я буду показывать скриншоты, но все имена и личная информация, она будет сокрыта и переназвана, потому что я не хочу, чтобы эти люди начинали вот эту всю историю заново, даже если они каким-то образом наткнутся на это видео. Это видео несет исключительно развлекательный характер, и, возможно, оно будет являться предупреждением для вас, для художников, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Хочу обратить ваше внимание на тон переписки мой и заметить, что здесь нет ни одного оскорбления, ни одного перехода на личность, при том, что впоследствии меня будут именно в этом и обвинять. Но, тем не менее, давайте вернемся к переписке. Я пишу, спрашиваю, почему моя эмблема оказалась в этом сообществе, при том, что я строго-настрого запретила ее использовать. На что получаю великолепный ответ: обратитесь к моему наставнику и наставника проекту АЭС. На минуточку, грант получила именно Маша, и ответственность за все, что происходит в гранте, несет именно она. Но так как она абсолютно безответственный человек, она никакую ответственность даже не пытается нести, и об этом мы поговорим тоже позже. Я отвечаю ей, что я хочу услышать ответ именно от нее, потому что именно она руководитель гранта, и именно она говорила мне, что не будет использовать мой рисунок. На что я опять получаю ответ: обратитесь к моему наставнику. И примерно в таком тоне происходила вся наша переписка. Я ее спрашиваю, как так вышло, она мне: обратитесь к АЭС. Я ее спрашиваю: оформление дипломов вы тоже взяли? Обратитесь к АЭС. Я будто бы разговаривала с каким-то скриптованным ботом, если честно. При этом моим единственным требованием было удаление моих материалов. В конце концов, я получила ответ, что Маша не намерена обсуждать это все в переписке. И если я хочу это обсудить, то надо это сделать лично с ней, наставником АЭС и с председателем экспертного жюри Настей. На минуточку, с Настей я на тот момент уже вела переписку, и она была в полном шоке, так как она не знала обо всем этом и о моем запрете. На это сообщение я сказала, что я сейчас не в городе, но как вернусь, мы будем обсуждать эту всю ситуацию в присутствии директора института. Угадайте, что произошло дальше. Конечно же, АЭС и Маша побежали и в тот же день нажаловались директору, какая я злая, как я в очередной раз довожу бедную несчастную девочку. А директор института в очередной раз, даже не попытавшись разобраться в ситуации, начала звонить моей маме и пытаться надавить на меня через нее. Ой, господи, ребят, мне до сих пор это такой кринж, меня прям накрывает смехом, это такой абсурд. Мне было 22 года, я училась в магистратуре и работала лаборантом в этом месте, и она звонит моей маме. И понимаете, она не могла меня не знать, потому что я была единственным лаборантом у зоологов. То есть, с учетом того, что она знала, что я учусь здесь, она могла бы взять мой номер в дирекции института. С учетом того, что она знала, что я здесь работаю, она могла взять мой номер у моих коллег. Но она решает позвонить моей маме и начать давить на меня через нее. Какой же абсурдный кринж! Естественно, моя мама на это сказала: моя дочь давно как совершеннолетняя, более того, она работает в вашем институте, так что давайте вы разбираться будете с ней, а не со мной. И в итоге выходит такая вот парадоксальная ситуация. Маша собиралась поговорить со мной лично, но в тот же день побежала жаловаться директору, не дожидаясь моего приезда. И все дальнейшие диалоги со мной шли через звонки. При этом мою точку зрения даже не пытались выслушать нормально. В итоге все пришло к тому, что меня и Настю обосрали с ног до головы. Я виновата оказалась в том, что, оказывается, не имею права запрещать использовать свои рисунки. А Настя оказалась виновата в том, что не урегулировала вопрос использования рисунков со мной. И это при том, что, как оказалось, Настю не сделали одним из организаторов, она была только председателем жюри. И откуда она должна была вообще знать о том, что я запрещала использовать свои рисунки, если я говорила это напрямую Маше, организатору и получателю гранта?
В процессе этого конфликта к нему подключилась моя подруга, которая вместе со мной создавала эмблему. И оказалось, что у нее Мария украла еще и тексты. Мне вот чисто на этом моменте становится интересно, а этот человек хоть что-то свое умеет создавать или она умеет только воровать чужое? И знаете, при всем при этом Маша вышла сухой из воды, она, более того, вышла жертвой. Ведь мы, грубиянки, истерички, доводим хорошего человека до петли. Да, мы в очередной раз доводим бедную девочку до петли. Можно я это никак не буду комментировать? Но при этом директор института запретила ей использовать наши материалы в дальнейшем. Но если вы думаете, что этого человека остановят слова директора института, то вы очень сильно ошибаетесь, ребят. Она ученый, педагог, наставник, активистка и просто звезда. Так что слова какого-то там директора ей не указ. И, если что, это буквально те характеристики, которыми она сама себя описывала. Ну, что я могу сказать? Могу только позавидовать самооценке этого человека. В общем, да, я снова вижу, как мои работы используют. Я снова пишу ей, и в этот раз меня игнорируют. В общем-то, я решаю, что меня это вконец достало. Дело в том, что она сотрудничала со многими другими организациями, с которыми сотрудничество налаживала Настя. Я пришла к этим организациям, которые репостили и рекламировали ее, написала, мол, так и так, она крадет материалы, вот пруфы, удалите, пожалуйста, пост, иначе мне придется это делать через техподдержку. Большинство из них сказали, ой, блин, да, это говняная, конечно, ситуация, извините, сейчас удалим. Кто не согласился, кто проигнорировал, их посты были удалены через техподдержку. Группу фотоконкурса я также прошерстила на предмет моих эмблем, моих дипломов. И все эти посты я скинула администрации, которая их очень быстро удалила. Очень жалко, что этой группе не выдали бан, хотя нарушений там было очень много. 70% контента группы состояло из постов с нарушением моих авторских прав. Удивительно, почему она не получила бан, но тем не менее. Но цель я преследовала иную. Дело в том, что когда ты получаешь грант, по его завершению ты обязан за него отчитаться. И если твой отчет будет не принят, то тебе могут прилететь санкции от фонда, который дал деньги. Да, в том числе поэтому я так сильно акцентировала ваше внимание на ответственности грантополучателя. А так как я удалила 70% контента группы, я ожидала, что отчитываться им будет нечем, им хорошенько дадут по шапке. Но у Росмолодежи, видимо, настолько низкие стандарты к проектам, что этот проект вошел в топ-10 лучших экологических проектов России. Пардоньте, на монтаже заметила, что это топ-20. Вы просто вдумайтесь, проект, заворованный от и до, от идеи до рисунков, реализуется человеком, который даже в глаза не видел нашего наставника, в честь которого проект и делался. Так еще и реализовано это все было просто отвратительным. В целом, все, что было организовано Марией, это был кринж и позорище, потому что даже фотоконкурс, который как бы уже система налажена, до тебя человек все сделал, поговорил со всеми людьми, есть определенные шаблоны, но ты даже тут не могла справиться нормально. Она забыла поставить печати на сертификаты диплома участников, в результате чего они становятся абсолютно недействительными. Половина участников говорила, что им не выслали дипломы, половина писала о том, что им выслали, но они там кривые, косые, без указания научного руководителя, неправильно написана фамилия участника, или там текст поплыл. В общем, да, организация на уровне. Но кто виноват в этом? Угадайте. Может быть, Мария, которая является организатором этого конкурса и ответственна за нее? Нет, конечно, виновата Настя. Ведь Настя аж целый член жюри. И вот в подобном ключе у них происходили абсолютно все мероприятия. Маша косячит, а другие за нее огребают. Я уже молчу о том, что сама Мария в этом проекте не пришей кобыле хвост. Она никогда не занималась птицами, никогда даже близко к орнитологии не подходила, но она проводила постоянные лекции школьникам о птицах. И в итоге постов о мероприятиях толком нет, потому что я их снесла. Отзывы в группе отвратительные, сейчас все уже почищено, но я, когда туда зашла, там было под 100 комментариев о том, что им что-то не выслали неправильно, печати нет и так далее и тому подобное. Но при этом проект занял призовое место. Какие же низкие стандарты у Росмолодежи? И, кстати говоря, я писала в поддержку гранта Росмолодежи, где мне сказали, что без досудебной претензии они не собираются в этом все копаться.
И вы можете спросить: Люх, а что ж ты досудебную претензию ты не составил? И я с вами соглашусь, что надо было так сделать. Но дело в том, что мне было тогда абсолютно некогда. Дело в том, что в тот момент я, во-первых, готовилась к переезду. Вы сами знаете, что это достаточно тяжелая штука, и переезжать мне надо было очень далеко. Во-вторых, я в этот момент была в разъездах по разным научным школам. В-третьих, у меня было все еще 2 работы в научной сфере. Я была лаборантом и исполнителем по гранту. И все это я совмещала с учебой. И как бы сказать, у меня не было времени элементарно, чтобы поспать и поесть, и иногда и в туалет сходить, а тут еще надо к юристу идти. В общем-то, сейчас я жалею, что я не подала досудебную претензию, но в тот момент у меня просто элементарно не было на это времени, моральных сил, и я опасалась, что в итоге я перееду, а все это дойдет до суда, и я вообще в другом месте, на другом краю планеты буду пытаться решить эти вопросы дистанционно, с учетом того, что я бы находилась в этот момент в юрисдикции другой страны. Ну, как бы это достаточно сложная ситуация. В общем-то, да, эта история без хэппи-энда. К сожалению, человек, который украл мои работы и работы моей подруги, и украл этот проект и сделал его через жопу, не получил никакого наказания. Девушка стала амбассадором Зеленой премии России. И мораль сей басни такова: пишите досудебные претензии, ребята. Вот правда, пишите, не бойтесь, не сыкуйте, как я, и будет вам счастье. Я очень жалею, что я не сделала досудебную претензию. Если вдруг что, сейчас меня эта история по-прежнему задевает, раздражает и оскорбляет, но я к ней уже отношусь легче. И эта история просто для того, чтобы вы послушали, как оно бывает, и не повторяли моих ошибок. И я хочу выразить огромную благодарность своим бустерам, которые поддерживают меня денежкой. Спасибо вам, ребят, огромное. Да и в целом я хотела бы спасибо сказать большое всем тем, кто смотрит меня, лайкает, комментирует, подписывается. Господи, у меня почти 2400 подписчиков. Это для меня что-то шоковое. Спасибо вам огромное, ребят. И надеюсь, что в вашей жизни таких историй не было и не будет и впредь. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.